Удар по Киеву после переговоров между РФ и США. В Америке предотвратили убийство Трампа сатаной, а Украина столкнулась с враждебным настроем американцев во время беседы по полезным ископаемым страны. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Планы Путина по захвату новых территорий Украины перед подписанием перемирия обречены на провал. Почему военные аналитики Запада заговорили о масштабных проблемах армии Кремля? Что идет не так? Кто делит страну? Сразу несколько западных изданий пишут о том, что Трамп и его советники рисуют линии на карте Украины. Кому достанется территория? Скандал, спор и опровержение. Детали резонансных публикаций. Болен ли Трамп? В течение ближайших часов медики опубликуют отчет о состоянии американского президента. Диагноз и покушение на республиканца. Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Оставляйте также свои комментарии и спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Удар по Украине с 3 сторон. Через пару часов после окончания переговоров Путина и спецпосланника Трампа Уиткофа в Санкт-Петербурге был отдан приказ атаковать украинские города. Армия РФ выпустила 88 ударных БПЛА из Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска. БПЛА долетели до центра Украины. Киев атакован. Таким было небо украинской столицы этой ночью. Кадры работы ПВО опубликованы агентством Рейтер. Из 88 дронов РФ 56 уничтожены, 24 локационно потеряны. Их называют беспилотниками-имитаторами. Судьба 8 остальных неизвестна. Но ВС ВСУ заявляют о повреждениях в Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. В Киеве заявляют о падении обломков на частный сектор, а также пожаре в складском помещении. В Святошинском районе на данный момент один пострадавший. Медики оказывают помощь. В Дарницком районе, где упали обломки БПЛА, разрушен частный дом. Пострадавших нет. Планы Путина по захвату новых территорий Украины перед подписанием перемирия обречены на провал. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на свои источники. Аналитики, опрошенные журналистами, считают, что армия Путина продолжает страдать от проблем, дисфункции и некомпетентности. В материале также говорится, что российские силы испытывают нехватку танков и бронетехники и не смогут закрепить даже незначительные успехи, которых они могут достичь. Кроме того, благодаря способности Украины наносить удары с помощью дронов, Россия вряд ли сможет сосредоточить достаточно войск для прорыва. В прошлом месяце Владимир Зеленский и официальные лица G7 предупредили, что Россия готовится к новому наступлению, опасаясь, что Путин может сосредоточиться на Сумской и Харьковской областях. Их захват мог бы дать Путину преимущество за столом переговоров в будущем. В среду Александр Сырский, главнокомандующий ВСУ, заявил, что наступление уже началось, отметив, что количество российских атак за последние недели удвоилось. Западные военные эксперты считают, что сейчас Украине важно не допустить скопления большого количества российских солдат и техники в одной точке, тем самым не дать возможности им прорвать оборону ВСУ. Франция начала разведку местности на границе с Украиной. Географическая группа одной из инженерных бригад находится в Румынии, чтобы составить точные и актуальные топографические карты. Издание Le Figaro пишет, что на карте Румынии рельеф представлен в 3D-формате. На этой карте изображена гряда Карпат, образующая дугу в центре страны. Город Чинку, где французская армия в 2022 году разместила около 1000 солдат. Населенный пункт находится к западу от горной линии, а по другую сторону равнина, спускающаяся к холмам Молдовы. Чуть южнее протекает Дунай, открывая путь к Украине. Румыны называют этот регион Фокшанские ворота, и именно по этому пути российская армия могла бы вторгнуться в Румынию. Об этом французскому изданию рассказал один из военных НАТО, который командовал силами Альянса, развернутыми в этом районе. Именно поэтому для планирования военных операций и возможного будущего боя военные НАТО сейчас обновляют свои карты. Исторически известно, что это путь прохода для армии, идущей с востока, продолжает офицер, в то время как НАТО пересмотрело свои планы обороны, чтобы быть готовым противостоять российской угрозе, обновление карт стало необходимостью. Полк предложил свои услуги. Румынское картографическое агентство присоединилось к операции.
Отмечу, что ранее в НАТО заявляли лишь об угрозах для Польши и стран Балтии. В частности, в западной прессе неоднократно говорилось о том, что новое наступление РФ может произойти в районе Сувалкского коридора. Это территория между Польшей, Литвой, Белоруссией и Калининградской областью РФ. Кроме того, эстонский город Нарва также мог бы стать целью Путина. Спор в Белом доме. Посланники Трампа не могут найти решение, что делать с войной в Украине. Уитков, который уже трижды побывал в России и потратил на личные беседы с Путиным в общей сложности практически половину суток, уверяет, что есть способ, благодаря которому можно прийти к перемирию. Надо передать России полный контроль над 4 областями Украины – Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской. И это четкое послание из Москвы, которое уже оказалось на столе у президента США. А Кит Келлог, второй посланник Трампа, который при этом приезжал в Киев, уверен, такой сценарий невозможен. О непростой ситуации в Белом доме пишет Рейтер со ссылкой на свои источники. На встрече с Трампом генерал Кит Келлог, посланник президента по Украине, возразил Уиткофу, заявив, что Украина, хотя и готова обсуждать некоторые условия по спорным территориям, никогда не согласится полностью передать их России. О том, что в Вашингтоне пристально смотрят на карту Украины и думают о ее переделе, пишет и другое издание The Times. Материал под названием «Украина может быть разделена как Берлин после войны» уже вызвал широкий резонанс. Авторы пишут, что тот самый Кит Келлог говорил о том, что британские и французские войска, как силы успокоения и сдерживания, могли бы взять под контроль зоны на западе Украины, в то время как российская армия останется на оккупированном востоке. Между ними будут находиться украинские силы и демилитаризованная зона. Кит Келлог уже заявил, его слова перекрутили. Статья в The Times искажает мои слова. Я говорил о силах поддержки после прекращения огня в поддержку суверенитета Украины. В обсуждении разделения я имел в виду зоны ответственности для союзных сил, без войск США. Я не говорил о разделе Украины. Напомню, что накануне в Санкт-Петербурге прошли переговоры Уиткофа и Путина. В Кремле заявили о продуктивности. И только. США и Украина опять на грани масштабного скандала. Вашингтон и Киев не могут найти общий знаменатель в сделке по полезным ископаемым Украины. Вашингтон хочет слишком много, и технические переговоры, которые сейчас проходят в Америке между двумя делегациями, максимально напряженные. Об этом сообщает Рейтер. Перед тем, как отправить своих представителей в США, Зеленский дал понять, соглашение о минералах должно быть выгодным для обеих стран и может быть структурировано таким образом, чтобы способствовать модернизации Украины. Судя по всему, у американцев свои планы. По словам источника, напряженность на переговорах в Вашингтоне вызвана последним проектом соглашения, предложенным администрацией Трампа. Он гораздо более масштабен, чем первоначальная версия. Переговоры проходят в крайне враждебной атмосфере, сказал источник, отметив максималистский характер проекта, переданного в прошлом месяце. В новом проекте США, отмечу, нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины, а именно этого добивается Киев. Кроме того, США должны получить привилегированный доступ к украинским недрам, а Украина будет обязана направлять все доходы от добычи природных ресурсов государственными и частными компаниями в совместный инвестиционный фонд. Кроме того, США хотят взять под свой полный контроль газопровод российской компании «Газпром», который идет через Украину в Евросоюз. Напомню, что транзит газа по этому газопроводу был прекращен 1 января 2025 года. Трамп уже угрожал Зеленскому, говорил, что если тот решит отступить и не подписывать соглашение, то будет иметь большие проблемы. Убийство Трампа и Маска планировал 32-летний мистер Сатана. О своих планах по массовому убийству, а также расстрелу президента США американец с таким никнеймом сообщал на своем YouTube-канале. После очередной публикации видео с угрозами он был задержан. Об этом сообщает Министерство юстиции штатов. Шона Монпера уже отправили за решетку, в его доме проведены обыски. Расследование также установило, что вскоре после инаугурации президента Трампа Монпер подал заявку и получил разрешение на ношение огнестрельного оружия. В феврале 2025 года Монпер, используя аккаунт «Мистер Сатана», сообщил: «Я купил несколько единиц оружия и запасаюсь боеприпасами с тех пор, как Трамп вступил в должность». А Трамп тем временем ждет результаты медосмотра. Он решил показать, что еще есть порох в пороховницах, а поэтому заявил о прохождении даже когнитивного теста. Американские СМИ пишут, что заключение медиков станет первой публичной информацией о здоровье Трампа после покушения на него в Пенсильвании в июле прошлого года.
И я прошел когнитивный тест и не знаю, что вам сказать, кроме того, что я ответил правильно на все вопросы. Они провели множество разных тестов, связанных с сердцем, с другими вещами. Думаю, вы узнаете об этом. Отчет будет опубликован в воскресенье. Я думаю, вы убедитесь, что результат хороший. Лукашенко, который младше Трампа на 8 лет, когнитивные тесты не проходит. Считает, что такие психометрические инструменты не для него, а поэтому демонстрировать, все ли в порядке с умственными процессами, отправился на стройку. Субботнее утро решил провести на площадке строительства Национального исторического музея и Парка Единства. Пришел не один, а со своим шпицем Умкой. Будущим поколениям оставил послание в капсуле времени. Каким был текст, неясно. Дженнифер Лопес стала причиной скандала в Казахстане, не успев туда прилететь. Начата целая проверка. Без сил МВД, пока только силами компании-организатора концерта. Издание «Закон КС» уточняет, что билеты на шоу Джей Ло, который запланирован на 1 августа в Астане, разобрали в течение нескольких часов после старта продаж. Команда организаторов проверяет, не скупали ли их массово через фейковые аккаунты. Ведь в дело уже вмешались так называемые перекупы, которые на популярных сайтах онлайн-продаж уже выставляют ваучеры на концерт по завышенным ценам. Организаторы обещают аннулировать подозрительные покупки и вернуть часть билетов в официальную продажу. В Астане уточнили, что на концерт Лопес, судя по количеству заявок на билеты, хотели попасть 150 тысяч человек, что в 8 раз превышает квоту, выделенную на шоу. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой комментарий и лайк. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите в телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.